Всем доброе утро. Заварила остатки, очень вкусный чай был. Иду в любимый парк, но обычно я с другой стороны иду. А сейчас я из метро вышла, Савеловская, вон Савеловский вокзал, вот оттуда обычно иду. Это Арена Плаза, ну и иду к парку потихонечку. Гуляю. Погода такая себе. Переход. А это туалет в парке. Вот видите, обогреватель, все комфорт. Как-то тут печальненько. Один лед. Ну, надеюсь, что все-таки еще будет такая зимняя погода хорошая. Хотелось бы. Она мне будет нужна тут в феврале. Так, чтобы прям по-настоящему было классно, чтобы снежок был, но при этом, чтобы не было мороза. Сейчас я пойду по делам, а потом вернусь, еще погуляю в парке и дальше в Ашан за покупками. Дела сделала, все узнала. Иду уже в парк обратно, ну тут вокруг, по сути, это Ледовый дворец, что-то такое. Центр скалолазания, ну я точное название не знаю, но очень красиво. Сейчас 9 часов вечера, я только приехала домой, потому что я погуляла, сходила в Ашан, вернулась домой, и подружка еще предложила в магазин прокатиться, ну и поскольку мне в любом случае нужно было еще кое-что купить, я, конечно, согласилась. Значит, в Ашане я купила крем Аура на подарок. Это хлопок и иланг-иланг. Я не знаю, какой там аромат, потому что он зафольгированный. Я, конечно же, не буду открывать. Здесь 75 миллилитров, там по акции 50 с чем-то рублей. Мне понравилась упаковка, красивая, и вообще, в общем, взяла. Ну и человеку точно этот подарок будет нужен. Также я взяла мусс для укладки. Я давно за ним охочусь, но я не знаю, хороший он или плохой. Аромат приятный, по качеству как-нибудь расскажу. Вот до поездки в Питер мне очень нужно было какое-то недорогое укладочное средство. Просто вот здесь вот попользоваться. Не было. Из Питера забрала Планета Органика. И тут же появилось вот это. Ну ладно. Какое из них лучше, я оставлю здесь, что попроще отвезу обратно. Когда-то у мамы был такой мусс, но мы его потом выбросили. Но я не знаю, что ее не устроило. То есть это, возможно, ее не устроило, ну, просто формат мусс, потому что она всегда пользовалась лаками для волос. Вот. Поэтому я не знаю, что ее формат не устроил или качество. Это в Ашане, 60 с чем-то рублей, 65, по-моему. В пятерочке взяла немного. Яблоки, помидоры, картошка, морковка. Но качество меня не порадовало, поэтому взяла мало. Обнаружила, что у меня очень мало специй. Зажарка закончилась, хотя как такое могло получиться, я вообще не знаю. Ну ладно, пока взяла одну упаковку, плюс взяла дрожжи, потому что они есть. Два пакетика приправы для супа, она мне нравится, беру уже не первый раз. У меня в запасах есть, но вот еще 2 пакета взяла. Плюс для плова, для курицы и для картофеля взяла. А зелень у меня сушеная, базилик, укроп, петрушка есть. В пятерочке взяла туалетную бумагу 2 рулона. Маргарин сливочник, он очень классный, мне нравится. С ним выпечка, поэтому взяла. В Ашане 25 или 27 рублей. Дальше ванилин по 3 с копейками. Все специи были, ну вот эти в маленьких пакетах по 4, по 5 рублей. В Мяснове взяла хлеб, хотя я вообще-то не собиралась брать, но я ужасно устала, у меня болит голова, надо будет просто поужинать, а у меня закончился и суп, и все, что я приготовила на ужин. Поэтому нужно как-то поесть. Я вон там бутерброд себе сделала. Колбасу «Фантазия» взяла в Ашане. Я ее раньше батона брала, но, вы знаете, лучше, когда нарежут в магазине.
потому что у меня, конечно, очень хорошая ламтереска Bosch, но что-то я ей, видимо, пользоваться не умею. Сыр в пятерочке взяла, вот эти сосиски. Кто впервые на моем канале, напомню, что, точнее, поясню, что я их беру только как наполнитель в кашу. В качестве самостоятельного продукта я не рекомендую. Ну, не в смысле, что они какие-то плохие, но, скажем, именно просто есть сосиски с чем-то лучше все-таки подороже. Я в таком качестве ем их редко, но в этом случае выбираю более дорогой вариант. Сахарная пудра, потом закончилась вермишель, по качеству не могу сказать, точнее как, пудра классная, вермишель не знаю. Взяла, потому что у меня нет сил еще куда-то идти. Я просто, когда была в Ашане, я не знала, что у меня там с подружкой поедем по магазинам. Средства для интимной гигиены взяла, сейчас 49 рублей стоит. Оно нравится, пользуюсь много лет. Аромат, не могу понять, такой или не такой, чуть позже скажу. Хотелось бы, конечно, чтобы оно осталось по аромату то же самое. Ну, не знаю. Также взяла путасу, причем прекрасные сроки годности, никаких там типа уценок, но 89 рублей за 800 грамм, ну просто супер. Также курица охлажденная, ну как бы там тоже нормальные сроки, 134 рубля. Вот. По уценке взяла вот такие колбаски, чевапчичи балканские. Ну, как бы, по крайней мере, в этом Ашане точно можно такую продукцию брать. Я открыла, вообще отлично пахнут, нравится. И по акции взяла суповой набор. Ну, так, 100 с чем-то стоило. Тут за... Сколько у меня обошелся-то? 38, что ли, рублей за килограмм. Опять же открыла, все в порядке. Ну, я их заморожу, я каждую куриную спинку отдельно в пакет положу или разложу, допустим, на разделочную доску и заморожу, а потом уже переложу в пакет. И все нормально будет. С еще более крутыми сроками годности до, сейчас скажу, до 25-го аж года, чай черный. Вот такая милота. Посмотрите, какое шикарное оформление. Я взяла один для себя, второй вот сейчас подарить. Ну и два до следующих праздников долежаться. И еще взяла лимон по 79, кажется, рублей. Села завтракать. Я, видимо, простудилась, поэтому у меня жутко просто голова болит. Вообще ни до чего. Ну а сейчас я буду разбирать покупки, потому что вчера что-то я, конечно, положила, заморозила, что-то убрала в холодильник, овощи оставила на столе, потому что я очень вчера устала, но посуду помыла, это все обязательно. Я вообще крайне редко на ночь что-то оставляю. Это прям мне очень не нравится, поэтому стараюсь, даже если очень сильно устала. Так, здесь я рассыпала только что сахарную пудру, поэтому вот... Вроде перед новогодними праздниками все тут помыла, почистила, покрасила. Ну, в любом случае, постоянно пользуешься полкой, специями. Я в прошлом влоге показывала покупки, и специй всяких купила, и сахарную пудру, и так далее. Оказалось, что у меня еще одна в запасе, и плюс полпакета открыто. Ну, про полпакета я знала. У меня 4 контейнера для всяких специй. В одном я храню то, что используется крайне редко, и то, что как бы закрыто. Во втором контейнере у меня хранятся открытые специи, но редко используемые, и часто используемые новые. На двери контейнер будет чуть позже видео, но вы знаете. Там у меня хранятся постоянно используемые открытые специи. Вот. Ну, еще контейнеры там, для всякой выпечки, ванилин, разрыхлитель теста и тому подобное. Тут еще кориандр, имбирь, много всего.
Поэтому я сейчас все это разбираю, стараюсь по контейнерам. Чуть позже я хочу, как всегда, составить список. Это очень удобно, то есть я пишу, что у меня нового, не открытого. И когда я беру новый пакетик, я вычеркиваю из списка. И, соответственно, когда нужно ехать в магазин, я смотрю список и понимаю, чего у меня много, что закончилось, что нужно подкупить. Короче, это очень удобно. Но вот как-то в последний месяц я не сделала список, потому что я перед отъездом в Питер разбиралась, и не было времени на это. Ну вот сейчас, может быть, на днях сделаю, так как я и перед поездкой, и сейчас без списка приобрела, как видите, то, без чего можно было обойтись. Понятно, что все это используется, ничего не испортится. Пеку я достаточно много, но все равно я все-таки предпочитаю, чтобы запасы, конечно, были, но адекватные. И реально в какой-то месяц что-то можно и не приобретать. Ну, с другой стороны, в следующем месяце куплю меньше. Вот эти баночки, у меня их 4, но я в ближайшее время, когда окажусь в Леруа Мерлен, надеюсь, приобрету еще. Наверное, 3-4, но как минимум одну. Раньше хватало, но сейчас я понимаю, объективно все-таки нужно побольше таких баночек. Сюда я черный и красный перец смешала. Белый у меня отдельно, ну потому что красный, черный я не особо разделяю, только по цветам, а вот белый он очень необычный. Тоже все вытряхиваю, специи как-то бывает просыпать могу, но это вполне естественно. Вот здесь как раз хранится то, что я использую постоянно, то, что открытое. Это укроп, петрушка, базилик. Вот, собственно, 2 открытых пакетика обнаружилось. Соответственно, в одно пересыпаю. Оказались дрожжи уже 3 недели открытые, выкинула. Потому что, если неделю-две я спокойно пользуюсь, ничего с ними не происходит, если они изначально были качественные. Но в целом я пока не натыкалась на что-то некачественное. Но они лежали 3 недели, меня не было. В общем, я выкинула, потому что не хочу рисковать. Дрожжи стоят копейки, а если что-то не сработает, продуктов будет испорчено гораздо больше и более дорогостоящих, чем там дрожжи за 10 рублей. Поэтому тут уже перебор. Здесь у меня как раз то, что в основном использую редко. Точнее, не то, что редко, а запасы всякие там, желатин, разрыхлитель, всякое такое. Это ванилин. Вот тоже приобрела в этот раз, приобрела в тот раз, а оказалось, его достаточно. В принципе, когда я в выпечке использую ванилин, то сразу идет пакетик. В любом случае много. Хочу как-нибудь испечь в хлебопечке хлеб и добавить кориандр. Хочу почитать, как это делать, на каком этапе добавить. Никогда этого не делала, но кориандр люблю. Кстати, стоит он очень недорого. Тут все разбираю. Это вот у меня как раз основной укроп, петрушка, базилик. Базилик я вообще безумно люблю. Ну что ж, буду ставить все на место. У меня хранится так, как мне удобно. Я так уже привыкла. Здесь сюда пересыплю булгур сейчас, который я из Питера привезла. По качеству я еще не проверяла. Просто в большой банке хранился. А сюда лапшу, вермишель пересыплю.
такие перестановки небольшие. Туда остатки тех самых макаронных изделий, так сказать, рожки. Ну, все ставлю обратно. Кстати, вот эти макароны, рожки, я покупала для собаки, красная цена, они недорогие, а сейчас приходится доедать самой. И вы знаете, они очень хорошие. Я в общем-то, и собаки изначально брала подороже, потому что я помню, красная цена, это были довольно плохие макаронные изделия, которые превращались в кашу. Но как-то решила попробовать. Ну, что-то все позаканчивалось, фикс прайс было идти далеко, не хотелось, взяла, ну, по-моему, так. Или фикс прайс не было вот этих пасты коллекшн, потому что был какой-то перебой с ними. Не помню. Ну, в общем, я сварила и поняла, что макароны изменились по качеству, они стали хорошие, очень достойные. Поэтому, в принципе, вот сейчас я и сама периодически могу их спокойно поесть. Так что в целом очень даже неплохо. Здесь у меня корзиночка такая. Я в ней помидоры, могу лимоны, что-нибудь такое складываю. Выкинула старую салфетку, сейчас положу новые. Та у меня была более плотная, а эти тоненькие, поэтому сразу 4 штуки кладу. Мне просто в комнату лень идти за более такими дорогими. Это простенькие, красная цена, они хорошие, но не тонкие. Вот. Я когда-то декупажем занималась, мне очень нравилось, поэтому у меня огромная сумка просто этих салфеток, всяких разных, дешевых, дорогих. И, в общем, много слоев, многослойные там были. В общем, сейчас лимон, имбирь, помидор положила. Ну, то, что так, поштучно, скажем. И теперь отнесла в холодильник, а здесь вытащила контейнеры с овощами. Картошка, морковка. Тоже все положу аккуратненько. То, что купила, то, что там лежало. Складываю. То есть стандартненько все. Ну, я предпочитаю по чуть-чуть покупать, но больше всего у меня идет морковь. Но что в Ашане, что везде качество плохое. Так, это у меня антисептик, там буквально небольшая капелька, причем на такую дозу это даже много, ну, на такую баночку. Ну, сначала просто губкой для всякой там уборки, потом сейчас сменила губку, помыла второй раз жидкостью для мытья посуды, хозяйственным мылом, и сейчас антисептиком. Ну, все-таки продукты лежали, так далее. Сейчас буду менять мусорный пакет. Вообще мусора вроде одна, а столько мусора, что кошмар. Ну, а сейчас буду готовить суп с вермишелью. Уже натерла морковку, режу картошку, потом лук. Возможно, квашеная капуста. Ну, так, в процессе. У меня какого-то конкретного рецепта нет. Импровизирую по ходу действия. В принципе, всегда вкусно получается. Так что посмотрим. Иногда я вообще просто кладу картошку, потом ее толкушкой разминаю. Но здесь режу. И как раз-таки лук немножко так порезала. Добавляю квашеную капусту, которая у меня заморожена. Очень удобно. И, наверное, потом я еще, когда она закончится, сделаю. Мне понравилось добавлять в суп и в другие блюда. Это классно на самом деле. Но у меня еще и просто квашеная капуста в банке стоит. Но эту вот я решила заморозить, потому что я тогда нашинковала капусту, а потом через пару дней мне нужно было уезжать в Питер. И что-то мне вообще не понравилось как-то, и я решила, что заморозить лучший вариант. Ну и действительно. Так, это у меня приправа для супа из Ашана. Очень хорошая. В принципе, такого пакетика на вот эту кастрюльку даже много. Ну, а может быть и нормально, достаточно.
Тут все по вкусу. В принципе, меня устраивает. Немного соли. Да, все же еще одна баночка здесь не повредит. Ну и сейчас все поставлю. И нужно будет немножко тут все убрать по местам. Я параллельно пью чай. Собственно, поэтому его заварила. Так обычно у меня чайник всегда в шкафу. Тут вот накрошила. Ну, это естественно. От кофеварки брызги летят. Взвешиваю что-то. Ну, и тоже заодно побрызгаю. Хотя я антисептиком брызгаю исключительно по причине, что он еще и очищает. То, что он там имеет какие-то антисептические свойства, меня, честно, без разницы. Я к этому спокойно отношусь. Считаю, что чем больше мы все обеззараживаем, тем только хуже делаем. Организм штука умная. Разумеется, я не призываю к свинству, ибо это неправильно. Но в целом надо быть проще. Просто данное средство вообще хорошо там моет и так далее. Немножко тут посуды, поэтому сразу ее убираю. Кое-что уже сухое. А вот этот вот горшочек мне сейчас с поросенком потребуется. Как раз его помыла, высохло все. И поддон, конечно же. Вечно тут все скапливается. К тому же еще вот эта сушилка из Леруа Мерлен ржавеет. Кошмар. То еще качество. А раковину обязательно протереть. Хотя мне еще здесь потребуется, но все-таки. Люблю, чтобы был порядок. Сейчас возьму из запасов рис. Я сейчас поставила вариться рис, который еще в Ашане покупала. А сейчас в контейнер положу вот этот. Полностью, конечно, не поместится. Здесь 1,5 килограмма. Поэтому отнесу обратно на балкон. Вот. А сюда грамм, наверное, 400 войдет. Очень хороший рис. Это из Семишаговой, из Питера. Он прям потрясающий. То есть, если этот будет так на кашу слегка похож, то тут рисинка к рисинке. И кто не знает, 1,5 килограмма стоит 99 рублей. В общем, я прям покупкой довольна. Срежу только уголок, хотя обычно я сразу так режу. Но здесь вроде удобнее будет просто закрыть, потому что мне и этого риса надолго хватит, и этот надо сохранить, чтобы не рассыпался. И убираю. Теперь собираюсь готовить ужин, рис с овощами. Чищу морковку. Не знаю, тоже будут разные ингредиенты, какие захочется. Конечно, все взвешиваю, как водится. Моя любимая терка. С ней и морковку потереть, и свеклу. Все очень быстро, удобно. И хорошо, что есть чаша. Потому что в Питере у меня нет чаши. Так, и забыла в рис куркуму добавить. Придется с водичкой это делать. Иначе будет неравномерно. Что все сейчас размешаю. Но лучше на начальном этапе. В общем, я добавила куркумы. Сюда добавила 1 куриную спинку. Я просто что-то забыла. Я обычно суп варю без мяса. Но подумала, что будет, наверное, неплохо. И еще я добавлю вот такую штуку. Это был имбирный суп, но я поняла, что как-то я перебрала с имбирем, мне было не очень хорошо, как-то тяжесть какая-то. Короче, точнее даже изжога. Поэтому я все это заморозила по небольшим порциям. И сейчас вот сюда добавлю.
Суп варится, я еще луковицу не убирала. И сейчас поставлю тушиться фарш с морковкой. И здесь горчица, кетчуп, травы, базилик, укроп, петрушка. И потом я еще добавлю сюда соевый соус. Ну, а рис уже готов. Ну, а сейчас я разложу по контейнерам колбасу, сыр и сосиски. Для колбасы и сыра у меня контейнеры из Fix Price и очень, кстати, качественные. Хранится в них все долго и не портится, в отличие от Tupperware. Ну, по крайней мере, контейнер для сыра мне не подошел. Это колбаса Фантазия из Ашан, сырокопченая, что ли, или какая-то такая. Так, выбрасываю. Дальше, упаковку в смысле. Теперь в металлический контейнер сосиски, потому что я их использую чисто для наполнителя в кашу по утрам. Короче, мне надо тоже, чтобы хранилось долго. И теперь сыр. Сыр я покупаю в пятерочке. Он мне нравится. Он, кстати, дешевый, но довольно-таки вкусный. Хотя чаще всего дешевый сыр бывает отвратительный. Но вот этот вполне себе достойный. Ну, на мой вкус. Я, может, просто не привередливая. Но я решила нарезать вручную, хотя, конечно, у меня есть этот самый ламтереска. И прикольно контейнер выглядит. Вчера я заморозила купленные колбаски, куриные спинки. И сейчас я их упаковываю уже непосредственно для хранения, чтобы можно было брать нужное количество. Вот колбаски, куриные спинки. Это очень удобно. И в силиконовых формах у меня как раз-таки имбирный суп. Я его заморозила, честно говоря, до отъезда в Питер. Ну и некогда мне было, а сейчас достала и тоже вот в контейнер положу. Так выглядит. Красиво. Ну и, соответственно, икеевские пакеты. Это также удобно. И закрываю. То же самое буду проделывать с рыбой кутасу. Вчера приобрела. Мне она нравится. Очень хорошая рыбка. Но я довольно равнодушная, ем редко. Я при помощи ножниц чищу, отрезаю голову, хвостик, потрошу. И потом буду мыть и, соответственно, замораживать. Прям вот на икеевской доске. Ну вот, мне, по крайней мере, так удобно. Из супа достаю куриную спинку, чтобы она остыла, потом отделю мясо от костей. Мне так удобно, и помимо этого еще и калории считать, ну, как бы, чтобы минус кости, там, так далее. Пакет с остатками в еще один пакет, чтобы не протекло, пока донесу до помойки. Ну и другой пакет. Как-то так. Теперь рыбку мою. Просто это действительно удобно. Захочу, приготовлю одну, захочу две, ну или все, неважно. Главное, что они будут прямо отдельно, каждая. Я так всегда делаю, это прям очень выручает. И когда некогда, и вообще, и место экономит в морозилке. У меня, конечно, 2 морозилки, но все же. Суп готов. В супницу вылила приготовленный суп. У него калорийность 47 калорий на 100 грамм, а у риса 91, по-моему, калория на 100 грамм. Сейчас помою кастрюльку и помою плиту. В общем, все помыла, вытерла, теперь можно поесть. Села есть. Кто тоже обедает или ужинает, ну или завтракает. Приятного аппетита!
Суп получился очень вкусный. Я уже помыла посуду. И мне показалось, что какой-то неприятный запах. Поэтому я заменила губку для мытья посуды, хотя ее меняла дня 2 назад. И даже тряпочку. Хотя тряпочка только-только пару часов назад я ее достала, и она вообще супер приятно пахнет. Но вроде как меня губка не устроила. Хотя я не знаю, что там могло пойти не так. Потому что я перенюхала все. Мойка пахнет ароматом для дома. Вообще все приятно пахнет, и столешница. В общем, я так и не поняла. Ну, бывает со мной такое, бывает. Все домашние дела я завершила. Теперь время для хобби. Ну, это, правда, вязание не только мое хобби, в том числе и моя работа. Хотя в данном случае вяжу для себя. Ну, сейчас я именно так предполагаю. Продолжаю вязать шаль, такую теплую, воздушную, мягкую. Я на кухне и чайник, и все в шкафы попрятала, чтобы максимально были поверхности свободны. Мне прям очень нравится, чтобы на обеденном столе я никогда не храню чашки, чайники, ложки, вилки. У меня там только цветы, вот эта зелень искусственная на мойке. У меня тоже ни жидкости для мытья посуды, ничего. Вот только аромат для дома, зелень и так далее. То есть я все такие штуки прячу обычно. Ну, мне так нравится. Ну, а сейчас время исключительно для хобби, для удовольствия. Иногда я что-то смотрю, какой-нибудь фильм или ютубчик, но и довольно часто сижу просто вот в тишине. Мне это тоже нравится. Отдыхаю. К тому же хобби у меня много. Ну, а теперь решила пораскрашивать. Достала карандаши, эти 50 цветов, Брутфунер и Макаронцы. Как я их хотела, прям очень хотела, но я думала, купить, не купить. Они стоили-то недорого, а по качеству очень хорошие. Но все-таки я так размышляла. Это вот раскраска «Зимние забавы» мне подарила Нина. Спасибо огромное за подарок. И здесь как-то пастельная обложка. И вообще я подумала, что, наверное, будет хорошо здесь именно данными карандашами раскрашивать. Как я уже сказала, карандаши по качеству очень качественные, хорошие. Оттенки нежные, но при этом они не бледные. Потому что, да, нежность и бледность — это разные вещи. Точилка у меня из Fix Price, очень качественная. Кстати, квадратные брутфунеры тоже здесь можно точить, поставив в специальный режим. Вообще никаких проблем не возникает. Очень люблю раскрашивать. Разумеется, как я и говорила, хобби-влоги будут выходить отдельно, но не каждый день и не через день, как это было раньше. Но жизнь вносит свои коррективы. А в формате лайф-влога я буду делать небольшие включения. Ну, сейчас такой у меня переходный период, поэтому всяко будет. Я считаю, что свое хобби, именно если в полном варианте, то нужно снимать отдельные видео, но в лайф-влоге можно включать небольшие фрагменты, потому как, ну вот мне, например, когда я смотрю других блогеров, мне очень интересно, ну, если блогер нравится, то, конечно, интересно узнать и чем увлекается и так далее, а не только смотреть уборку, готовку, хотя это я тоже очень люблю. Поэтому я решила делать такие небольшие перебивочки. Вот. Фон на предыдущих 2 иллюстрациях я переделаю, потому что что-то совсем бледновато. Сейчас у меня другая сухая пастель, хотя петербургская она тоже хорошая. Но сейчас мне хочется немножко поярче.
Вот эти брутфунеры я не жалею, что приобрела, потому как они... Здесь есть редкие оттенки, очень редкие. Ну а это видео я буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, заходите в Инстаграм 3 семерки, рыжая 3 восьмерки. А я желаю вам здоровья, хорошего настроения, вдохновения во всем и до скорой встречи. Пока-пока.